Здравствуйте! Сегодня поговорим о степени заточки ножа и какая заточка для какой задачи. Вот смотрите, если вам резать, так, повседневно, допустим, что-нибудь там, капусту, морковку, там, овощи, там, картошку, я думаю, ножик, чтобы он брил волосы, он, наверное, даже и не нужен. Потому что вам нужно, капуста, она волокнистая, волокна лучше режутся, если кромка, немножко она как пилочка, то есть не доведена полностью до бритвенной остроты. И вот я тут разложил ножи, и вот они разной степени заточки. Один ножик это вот после 60-го камня у меня наждачного, заточил на наждаке, то есть 60-й, он с рисками, такая микропила. Другой вот ножик, вот такой вот маленький, это вот на вулканите я прошелся после 60-го камня. И вот этот ножик это уже бритвочка. Это уже он режет прям, волоски бреет, режет. Может резать, в принципе, рез чистый, ровный, без микропилы. То есть уже выведен на коже, до идеальной остроты, можно даже бриться. И вот давайте посмотрим, какой нож, под какие задачи. Начнем мы с самого, получается, это самый, если так вот по степени заточки, это самый такой ножик с большей пилой. То есть получается самые крупные риски на нем. И вот давайте посмотрим, сейчас мы на бумажке поглядим. Чистый рез, конечно, лучше проверять там на бумажке, помидорки. Бумага сразу все показывает. Ну и давайте смотреть его. Вот сразу после камня ничего не доведено. 60-й камень. Вот смотрите, как бумагу режет. Он ее, видите, пила, он ее рвет. Потому что кромка не выведена. Видите? Если начну пилить, видите, пилит. А если начну резать, не идет. То есть вот она пила. Но это не сказать, что ножик тупой. Вот я вожу, видите, он пилой своей пилит. Какую-нибудь там, я не знаю, мешковину, там, какие-нибудь волокнистые продукты. Опять же, вот капуста, она вся из волокон состоит. Что у нас еще из волокон? Вот, допустим, картон тоже, волокна есть. Давайте отрежем веревку. Вот, смотрите. Только раз и отлетела. И вот удобно резать. Пилочка. Она его режет. Это я мало взял. Вот. Отлетела. Вот такой вот ножик пригодится для максимального количества продуктов. Вот пила, но он опять же, он быстро затупится. Пила уйдет, и все, и ножик будет тупой. Но пока он будет резать. То есть пилить будет прям прекрасно. Но это не значит, что он тупой, опять же говорю. Это под свою задачу ножик сделали. Переходим ко второму ножу. Это уже после вулканита. Давайте проверим на листочке. Вулканит, он уже после 60-го камня, он уже убрал некоторую степень вот этой пилы. Но пила все равно еще осталась. И вот смотрите, что у нас будет на листочке. Опять же рвет, но не сильно. То есть вот уже, видите, вот режу. Но подрывает. Этот сильнее рвет. Этот ножик уже получается пилка поменьше. Он нужен, что-то среднее между волокнистыми и вот, пусть помидор можно порезать. Такой, то есть средняя степень заточки. Заточки получается. Как универсальный. И туда, и сюда. Этот уже будет тупиться, он уже подольше будет держать, пока пилка не затупится, свою задачу выполнять. И вот переходим мы к третьему, к самому острому. Этот уже заточен в бритву. Он бреет волоски. И вот это уже для чистого реза. Вот помидорку чисто отрезать, ровненько. Допустим, какую-нибудь тонкую колбаску, прям, чтобы она светилась. Он тоже будет резать. Там кусочек какой-нибудь там сальца. Он тонкий рез будет делать. Вот филе можно, кстати,
вот рыбу режут, знаете, вот эти суши. Вот этими суши уже не порежешь тонко рыбу. Он будет ее просто ломать, просто выламывать куски. А этот будет прям, да, там, 2 миллиметра можно кусочек резать, резать, резать и резать. Вот для чего нужен этот чистый рез. Проверим мы его на бумажке, естественно. На канате это уже не надо проверять. Потому что затупится, потом его долго-долго точить. Бумага-то его как бы все равно затупит. Вот смотрите. Вот видите? А он ее даже... Я просто даже не давлю, видите, режет. Я даже не режу. Я просто давлю. Он свою задачу делает. Ну тут оборвал. Я не... Вот уже. Он очень острый. И вот в чем смысл. Каждый ножик получается под свою задачу. Для волокнистых продуктов универсальный, то есть и волокнистый, и не волокнистый, то есть наполовину чистый рез, наполовину волокна. И этот уже вот для чистого реза тоненько-тоненько резать маленькие, вот рыбу, маленькие продукты небольшими кусочками. Ну и давайте теперь сделаем вывод из всего вышесказанного. Вот этот ножик, вот какое-нибудь твердое можно тоже порезать. Допустим, курицу. Взяли ее, разделали им. Этот ножик уже универсальный. То есть можно картошку почистить. Можно им тоже овощи какие-то порезать. Хватит его, ну вам его хватит, ну на день хорошей готовки вам его хватит. То есть это универсальная, получается, средняя заточка, если так вот брать. Это получается заточка в бритву, где ее постоянно рекламируют: бритва, бритва, бритва. Но если вот опять же начали резать, жене дали, начала она курицу резать. Не дай бог она промахнется и даст по пальцу. Все, эта травма будет страшнейшая. И опять же, вот эта бритвенная заточка, это 2 кусочка хлеба утром отрезать, и бритвенная заточка вся ушла, ее не будет. Все, ножик постепенно будет превращаться вот в такой. Потом из вот такого вот в такой. Это постоянно вот остроту надо поддерживать. Порезали, сыр опять же порезали. Это все, сыр это как кирпич взяли, порезали, все, ее не будет. 2 реза, она опять бритва ушла. Вот это для как бы что-нибудь мягенькое. Допустим, помидорки, сальцо, там буженинка какая-нибудь, тоненькими кусочками суши, как я уже сказал, порезали. И обратно его подправили на коже там или что, довели до бритвы. Если только раза 2-3 запустите, потом уже замучитесь выправлять. Если опять же дали жене, ну все нормально, она порезала, допустим, курицу или еще что-нибудь. Все, потом ее будешь 3 часа точить вот этот ножик. Выправлять его, это замучишься. Это вот только для чего-нибудь мягенького лучше брать. Для твердого вот это брать и вот это. Вот это прям можно для чего-нибудь супер твердого. Опять же для сыра. Затупил, поправил, не жалко. Это уже можно картошку чистить. Тоже пойдет. Для картошки вот это вот уже сильно туповато будет. Так что вот каждый ножик, как я уже сказал, под свои задачи. Вот такой, если вы, он может быть даже и сильно и не нужен. Потому что эта бритва уходит за 2 мелких реза. Но все равно имеет право, чтобы она была. И вот на этом я бы хотел закончить. Спасибо всем за внимание. До свидания.